For centuries, millions of people from across the globe have come to the United States seeking the opportunity for a better life. America is a country that was built by immigrants, some who brought their talent and others who found themselves while pursuing their dreams in a new land. Here is one story about the life of a modern-day immigrant. В моей жизни было два момента, когда я мог умереть. Первый – это было в далеком 1954 году, когда я родился в Карагандинском лагере. А второй случай – уже здесь, в Америке, когда меня поразило две формы рака. Меня зовут Эдвард Лучин. Я недавно совсем отметил свое 65-летие. Жизнь пролетает очень мгновенно, начиная с того момента, когда я родился в Карагандинском лагере в апреле, 4 апреля 1954 года. И когда моя мама, которая меня спасала, там, в том бараке, в женском бараке Карлага, и когда ей женщины, которые были рядом с ней, говорили: «Лидочка, ты себя спаси, потому что ты должна выжить, ты еще родишь». А мама поставила своей целью меня спасти. И для этого она отдавала свою дневную пайку женщине из другого барака. Она приходила каждый раз и кормила меня молоком, чтобы я выжил. Затем мне еще годика не было. Меня переправили из далекой Караганды в город Одессу по месту жительства моей мамы. Меня передали в дом малютки. Многие не знают, что это такое, а это специальные такие учреждения детские, в которых находились дети заключенных, которые были до дошкольного возраста. Через некоторое время я подрос, и меня перевели уже в детский дом, который был расположен в селе Черноморка Одесской области. Там я рос мальчишкой в украинском селе, и в третьем классе меня перевели уже в школу-интернат номер 4 города Одессы, где я учился до 8 класса. А затем я решил продолжить учебу. У меня было два направления: или идти уже работать, или куда-то поступать в техникум. Но я решил продолжить учебу, закончить десятилетку. И я перешел в другой интернат, номер 6 города Одессы. И там закончил десятилетку. Но затем пошла уже взрослая жизнь. Я пошел на завод. У нас такой был завод опытно-механический, где я выучился на токаря, слесаря. Раньше я еще попал на завод Кинап, но там я был недолго и перешел на опытно-механический завод, потому что он был рядом с домом. Мне было так проще. Я работал слесарем, токарем. Но потом пришло время идти в армию. И я пошел служить. Я служил под Белой церковью. Есть такой городок Узин-2, где располагались полк стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые до сих пор еще летают. Я удивляюсь, как они могут летать еще так долго. Но они летают, причем они были с ядерным оружием на борту. Я работал на станции радиолокационной, в дивизионе связи. И служба моя проходила, будем говорить, очень быстро. И время пролетело. Меня пытались как-то оставить в армии. Но я понял, что это не мое. Не зря у нас там говорили: там, где начинается авиация, там качается дисциплина. У нас действительно нет. Служба была интересная. Но вместе с тем я решил все-таки пойти на гражданку, и прежде всего потому, что надо было помогать матери. Она одна была, болела часто,
и я пошел на завод. Но потом жизнь так сложилась, я очень любил спорт и очень любил футбол. И в один прекрасный день меня пригласили работать в добровольное спортивное общество «Водник», при котором была футбольная команда «Черноморец». И это повернуло всю мою жизнь, потому что с тех пор вся моя жизнь была связана с футболом, со спортом. Я решил поступать в техникум физической культуры в Ивано-Франковске и закончил его с отличием через 3 года. И затем решил поступать в институт, в Одесский педагогический институт имени Константина Дмитриевича Ушинского. Но, к сожалению, было очень сложно поступить, на то были разные причины, но одна из них, наверное, многим известна. Я был инвалид по 5-й графе, и поступить мне было очень сложно. Но я ставил перед собой цели в этой жизни и всегда их добивался. Я поставил себе цель обязательно поступить, и поступить именно в этот институт. Именно в этот институт. Хотя до этого у меня были попытки поступить на исторический факультет Государственного университета Одесского. Ну и там эта попытка не удалась. Во всяком случае, закончив техникум физической культуры в Ивано-Франковске с отличием, с красным дипломом, я все же с 5-й попытки я поступил в Одесский педагогический институт имени Константина Дмитриевича Ушинского на факультет физического воспитания. Причем я учился заочно, работал и учился заочно. И в итоге закончил этот институт, а затем меня пригласили работать в этом институте на кафедре спортивных игр. Я вел такой предмет спортивных игр, как футбол. Тренировал команду институтскую, которую принял на 7-м месте, а потом сделал ее чемпионом Одессы. И мы выступали и на республиканских соревнованиях, на всесоюзных соревнованиях, добивались успехов. И мне это очень-очень было приятно работать с молодежью, работать с детьми. Потом до этого еще я поработал в институте Черноморец. Причем я пришел, когда этой школы не было. Была только группа подготовки черноморца. А мы с Анатолием Федоровичем Зубрицким создавали именно институт Черноморец, которая потом выдавала, будем прямо говорить, очень известных футболистов. И я горжусь тем, что, тренируя в этой школе, я горжусь своими учениками. Это, прежде всего, Юра Никифоров, известный в прошлом футболист, которого я за ручку в 9 лет привел в школу Черноморца. Он тренировался у меня в школе, и со мной он завоевал свою первую медаль, золотую. Он стал чемпионом Украины среди 5-6 классов. И Илюша Цимбаларь, которого я нашел в Одесской 39-й школе. А потом уже Илюша стал игроком национальной сборной Украины, потом России, так как и Юра Никифоров. Выступали за московский «Спартак», много раз становились чемпионами России, обладателями Кубка России. Кстати, и Юра, и Илюша успели завоевать и Кубок Украины в далеком 1992 году. И вот так моя жизнь была связана с футболом. Затем меня пригласили работать в Одесский облспорткомитет, где я отвечал за все детские спортивные школы города Одессы, школы Олимпийского резерва и футбол. И моя работа шла, все нормально, но в один прекрасный день моя мать, она часто попадала в больницу, ко мне подошел доктор и сказал: Эдуард Петрович, если вы свою маму хотите спасти, вы должны сделать ей операцию на сердце. Мы этих операций не делаем, она долго не протянет. И для меня это был решающий знак, потому что я должен был ответить маме за то, как она меня спасала. И я решил
оставить теплые места, работу. Многое было завоевано многими годами, но для меня важнее всего в этой жизни была мать, и я подал заявление на отъезд в Америку. И мы с матерью уехали в 1992 году. В октябре мы приехали в Америку. Здесь у меня была сестра моя, Жанна. Она нас приняла. И действительно, видимо, все-таки правильно я сделал этот шаг, потому что маме моей сделали операцию здесь на сердце. И она прожила 9 счастливых лет. И она была счастлива здесь. Я видел это. И мое сердце радовалось, что я смог ответить моей мамочке на то, как она меня спасла однажды. И вот пришлось ответить ей. И в этот раз я уже сделал шаг, чтобы спасти ее. Она прожила 9 счастливых лет. К сожалению, в 2001 году она ушла от нас. Светлая ей память. По приезду в Америку я размышлял, а чем я должен здесь заниматься, что я должен делать. Конечно, надо было как-то выживать, и я сразу пошел работать хасидом. И я что делал? Я срывал паркет. 12 часов подряд, я, стоя на коленях, я срывал паркет с полов, этаж за этажом, в большом здании. Это, конечно, адская была работа, я очень уставал, но вместе с тем я чувствовал, что я работаю, что я помогаю матери, да и сам понимаю, что это необходимо было. Но потом я еще поработал в гроссери помощником, но я все-таки думал, что я должен делать что-то очень серьезное и важное в этой жизни, что это не мой уровень делать такую работу. И вот однажды, наверное, все-таки есть судьба. В 1994 году в Америке проходил Кубок мира по футболу. Америка принимала чемпионат мира по футболу. И я слушал русское радио, которое находилось почти в каждом доме, приемнички такие. Тогда это было радио WMNB. Это было не только радио, это было и телевидение WMNB. И вот мне пришла идея, а почему бы не вести футбольные репортажи для наших соотечественников по радио. Они смотрят на экран телевизора. В телевизоре они видят картинку на английском языке, футбольную картинку, футбольный матч. Но многие из них не понимают английского. А вот мы предложили бы им репортаж на русском языке. И они, получается, смотрят картинку и слушают по радио этот репортаж. И я набрался нахальства, позвонил на WMNB и говорю, вот есть такое предложение, как вы смотрите на это? Они говорят, вы знаете, нас это и заинтересовало. Приезжайте к нам на студию. А студия оказалась в другом штате. Я жил в Нью-Йорке, в Бруклине, а это было в Нью-Джерси, Форт Ли. Нужно было ехать 2 тренами, автобусом. Но меня это не смущало. Я сел и поехал. Приезжаю на это телевидение, и мне говорят, вы знаете, мы вам сейчас поставим кассету с футбольным матчем, а вы рассказываете все, что вы знаете. Я говорю, послушайте, к матчу надо готовиться. Комментатор должен подготовиться к матчу. Он должен знать, какие команды играют, что это за уровень матча и так далее и тому подобное. А вот так с кондычка говорить, это очень сложно. А они мне говорят, вы знаете, вы говорите то, что вы знаете, а наш специалист, он будет вас тестировать. Я говорю, ну, раз вы так хотите, давайте будем так. А тестировал меня, оказывается, знаменитый журналист Евгений Михайлович Рубин. Он работал на радио «Свобода» и работал на телевидении и радио WMNB. Но Евгений Михайлович, он специалист в хоккее был. Причем великолепнейший журналист, великолепный специалист. В футболе он, будем прямо говорить, не очень
такой. Нет, он разбирался, но он не был так глубоко не вникал так глубоко в футбол, как, допустим, в хоккей. Я помню еще Рубина по газете «Советский спорт», когда все развернутая страница советского спорта, и внизу на одной странице, на второй и на третьей листки хоккейного календаря. Мы зачитывались этими статьями Евгения Михайловича Рубина и заслушивались, когда он выступал на радио «Свобода». И вот здесь я его увидел, прямо рядом с ним, и он меня тестирует. Понимаете? И в общем, короче, мне дали матч. Поставили матч Канада-Бразилия. Бразилия тогда приехала сюда, в Америку, для того, чтобы перед чемпионатом мира акклиматизироваться, и сыграла товарищеский матч с Канадой. И я видел этот матч, если честно, по каналу, потому что я всегда искал футбол, хотел и набрел на этот матч. Это была кассета, видеозапись. И я рассказал то, что я знал, то, что я видел, все это. Они говорят, вы знаете, вы посидите, мы сейчас пойдем, посоветуемся и вам дадим, так сказать, наш вердикт. Через некоторое время выходит вице-президент и говорит, пожалуйста, заходите к нам в кабинет. Я зашел, и они говорят, вы знаете, нам очень понравилось, мы берем вас на работу, и вы будете вместе с Рубиным вести репортажи с чемпионата мира по футболу на радио и на телевидении. Ну, вы знаете, я был не на 7-м небе, я был на 10-м небе от счастья, что я смогу заниматься своей работой любимой. И вот мы начали вести репортажи. К сожалению, сборная России тогда быстро вылетела. Кстати, на этом чемпионате мира играли два моих ученика. Это Илюша Цимбаларь и Юрий Никифоров. Я был очень горд этим. По итогам этого чемпионата они мне потом прислали подарок, всю форму сборной России. Юра прислал темную форму, Илюша светлую, и футболка, трусы, гетры ихние, в которые они играли на чемпионате мира по футболу. Ну, после того, когда закончился чемпионат мира, меня вызвали и сказали, мы хотим пригласить вас на работу на телевидении и на радио. Вы будете вести спорт. Я говорю, ну, слушайте, я отказываться не буду. Мне это нравится, и будем работать. И вот с тех пор, с 1992 года, с WMNB, радио и телевидение, вот уже в этом году, это 2019 год, исполнилось ровно 25 лет, как я у микрофона русскоязычного радио и телевидения Америки. Во всяком случае, моя работа пошла, я начал работать и получал огромное удовольствие от этой работы. Благодарен Господу Богу, Америке и людям, которые мне доверили вести эти репортажи. Потом, к большому сожалению, наше телевидение обанкротилось, ее руководитель, ее президент повел себя не очень, так сказать, кошерно, как у нас говорят. Он набрал денег, будем прямо говорить, обанкротился, с деньгами ушел, и меня пригласили на другое телевидение, которое делал Юрий Ростов и Иван Меджирицкий. Я поработал там, на этом телевидении, а потом ушел просто на радио. И работаю до сегодняшнего дня. Есть такое в Америке RUSA Radio, это Digital Radio на платформе iHeartRadio, очень известное сейчас, его слушают по всему миру. Я там веду спорт, который ежедневно, и у меня есть обзорная спортивная программа. Я доволен тем, что я могу заниматься своим любимым делом. Но Америка, она дает возможности большие людям, которые, ну, будем прямо говорить, их будоражат инициативы. Они не стоят на одном месте, они двигаются. И когда я приехал в Америку, я увидел огромное количество выдающихся спортсменов, тренеров, журналистов, которые приехали из бывшего Советского Союза. И мне пришла идея создать организацию спортивную,
ассоциацию, которая объединила бы этих всех людей. Потому что они здесь, будем прямо говорить, многие были забыты. Они там были спортсменами, были тренерами, журналистами, а здесь другая обстановка, другой язык. И они как бы оказались в своем, ну, в своей эре, как бы. И вот я нашел единомышленника, моего друга, заслуженного тренера Украины Рафаила Михайловича Городецкого, которому предложил вместе со мной начинать эту работу. И предложил ему стать президентом этой ассоциации, а я был как бы исполнительным директором. И мы организовали сперва, в первую очередь, это была другая организация, это не была ассоциация ветеранов спорта, у нас была другая, Jewish Immigrant Sport Association, это JISA, так называлась организация, но, к большому сожалению, мы были не очень опытные, и нашлись люди, которые просто-напросто украли у нас эту организацию, просто украли. И мне пришлось на следующий день идти и регистрировать другую организацию. Она называется Ассоциация ветеранов спорта, которая работает вот уже 16 лет. И мы работали вместе с Рафаилом Михайловичем Городецким, который, к большому сожалению, недавно ушел от нас, светлая ему память. И мы делали огромную работу здесь, потому что мы проводим много разных интереснейших мероприятий. Это и футбольные турниры, памяти полицейского Руслана Тимошенко, памяти знаменитого тренера Валерия Васильевича Ломановского. Мы проводим шахматный фестиваль, ежегодный шахматный фестиваль Кубок Бориса Гельфанда, известного израильского гроссмейстера. Мы проводим мемориал памяти 11 израильских спортсменов, которые погибли в террористическом акте в сентябре 1972 года на 20-х летних Олимпийских играх. И, кстати говоря, об этом мемориале я хочу сказать, что Ассоциация ветеранов спорта выступила с инициативой и установки памятника памяти 11 израильских спортсменов, и мы хотим установить его здесь, в Нью-Йорке. Такого памятника нету здесь. И Ассоциация ветеранов спорта со своими друзьями сейчас занимается этим вопросом. Мы проводим турниры для детей, для взрослых, ветеранов. И это, конечно, объединяет нас всех. Наша ассоциация, она живет под девизом «Через спорт к добру и миру». И мы стараемся объединять людей, давать им возможность, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Здесь же живет огромное количество выдающихся спортсменов. Это, я вам для примера приведу, Григорий Габарник, знаменитый чемпион мира 1955 года, один из первых чемпионов мира по борьбе в Советском Союзе. К сожалению, он ушел от нас недавно. Здесь живет Юрий Веленский, прекрасный тренер, заслуженный тренер СССР Украины, который подготовил двукратного олимпийского чемпиона по борьбе Александра Колчинского. Здесь живут заслуженный тренер СССР Александр Табаровский, это заслуженный тренер по настольному теннису, заслуженный тренер РСФСР по настольному теннису Арнольд Малиевский, здесь Лев Фишман, многократный чемпион и призер всесоюзных республиканских соревнований. Здесь огромное количество выдающихся людей, спортсменов, журналистов. Например, такой, как Александр Левинсон, спортивный журналист, который всю свою жизнь работал в спортивной журналистике. Он здесь. И вот я хотел бы все-таки сказать слова благодарности людям, которые окружали и окружают меня здесь, в Америке. Я хотел бы сказать слова благодарности прекрасной женщине и легендарному диктору телевидения, нашего американского телевидения. Она была знаменита и в Советском Союзе. Это Марина Бурцева. Сейчас она Марина Левинсон. И именно она и Юрий Ростов, они меня поддержали, когда я впервые вошел в студию телевидения WMNB.
потому что без этой поддержки мне было бы намного сложнее все. Но они меня поддержали, они мне помогли, подсказали. Конечно, я должен сказать спасибо Ивану Александровичу Бенджерицкому, удивительному человеку, талантливому, который, когда я к нему подошел и говорю: Иван Александрович, вы знаете, я с телевидением не очень был связан, а он мне сказал: знаете, Эдуард, мне достаточно, что вы знаете хорошо спорт, идите и готовьтесь. Вот такое доверие, и я старался его оправдать. Конечно, я должен вспомнить Володю Гусарова, Владимир Борисович Гусаров, профессор истории, человек, который очень помог мне на радио WMNB. У меня много было людей, которые поддержали, помогали мне здесь, в этой стране, и помогают. И я счастливый человек, потому что рядом со мной огромное количество близких, родных мне людей. И я должен сказать слова благодарности моему другу Рафаилу Михайловичу Городецкому, который вместе со мной делал очень большую подвижническую работу по объединению спортсменов, тренеров, журналистов, людей, которые любят спорт. Непростая эта работа была, сложная работа, особенно в другой стране, в другом мире, понимаете? Но вместе с тем мы это делали. И для меня это очень-очень важно. Я очень ценю людей, я очень люблю людей, потому что без них нет никакой жизни, друзья. Надо уметь ценить и любить людей, помогать им, если это необходимо. Я вспоминаю тот момент, когда на меня нагрянула беда, одна, другая, и как люди, тот же Рафаил Михайлович Городецкий и много-много других моих друзей в Одессе, которые я часто и иногда еду туда, помогли мне, помогли собрать средства для того, чтобы я мог приобрести лекарства и начал принимать эти лекарства. Этого никогда не забудешь, потому что это очень важно в жизни. Я не сижу на месте, потому что мне очень сложно, меня эта работа спасает иногда. Не иногда, а всегда. И вот недавно мы провели в Одессе матч памяти моего ученика Илюши Цыбаларя. Никифоров, мой ученик, как-то позвонил мне, и начали мы говорить и вспоминать Илюшу. И он мне говорит: Петрович, вы знаете, а у Илюши нет памятника на могиле, а ведь прошло 2 года. Я говорю: как нету? А вот так нет. И я, подумав, я сказал ему: Юра, мы должны поставить этот памятник, мы должны сделать это. И я начал вместе со своими друзьями готовить этот матч памяти Илюши Цыбаларя, который мы провели в Одессе. Это было удивительное событие для Одессы. На стадионе присутствовало 8,5 тысяч зрителей. На центральном стадионе Черноморца мэр города Одессы открывал этот матч. Приехало 40 футболистов из разных стран мира, из Англии, из Германии, из Испании. И мы их всех собрали для того, чтобы они сыграли этот матч. И я вам должен сказать, это было настоящее событие в жизни спортивной Одессы. И мы по итогам этого матча с моим другом Александром Арбитом выпустили документальный фильм. Называется он «Наш друг Илья Цымбаларь», который рассказал вот об этом событии, о том, как люди с разных стран мира объединились и сделали доброе дело, поставили памятник прекрасному футболисту, человеку, сделали матч его памяти, провели вечер его памяти. И именно такие вещи, они объединяют людей. Они дают им возможность чувствовать себя в этой жизни не лишними, а нужными. Понимаете? И то, что Андрей Кочерский приехал из Англии, Андрей Воронин приехал из Германии, Юрий Никифоров приехал из Испании, и они все приехали для того, чтобы сделать доброе дело, сыграть в память о своем друге, о замечательном футболисте Илюше Цыбаларе. Вот сейчас я могу гордиться еще тем, что с моим другом Сергеем Мартыновым мы выпускаем книгу. Это уникальная книга, потому что это целая монография
история одесского черноморца с 1939 по 2019 год. Это впервые в истории этого клуба выходит такая книга. Были книжки маленькие, Бориса Ильича Голицкого, называлась «Черноморцы». Были разные книжечки, которые давали статистические данные о клубе. Но вот такой монографии, которую мы сейчас со своим другом Сергеем Мартыновым, спортивным журналистом, человеком, который много лет уже работает пресс-атташе футбольного клуба одесского черноморца, мы с моим другом сделали такую книгу и выпустили ее. Будем считать, что это еще одно наше достижение. Мой рассказ подходит к концу. Жизнь продолжается. Впереди еще много интересных разных дел, которые я хотел бы сделать. И, конечно, в первую очередь это поставить памятник 11 израильским спортсменам здесь, в Нью-Йорке. Хотел бы сказать о своем друге. Вообще, я благодарен Господу Богу, что в Америке я встретил много друзей, с которыми иду по жизни вот уже много лет. Но об одном человеке, моем большом друге, я хотел бы сказать особо. Это замечательный доктор, прекрасный друг и человек Джозеф Клайнерман. Вы знаете, встреча с ним, она определила мой жизненный путь в Америке. Она мне дала понять тот ориентир, как я должен относиться к людям, что я должен жить не только для себя, но и для людей, помогать людям, чем смогу. Я ему очень-очень благодарен. Сегодня у него не самые легкие дни в его жизни. И я прошу Бога, чтобы Он ему помог справиться с теми трудностями, с которыми он сталкивается в своей жизни. А я, как могу, помогаю ему. Я и те некоторые его друзья, в частности, прекрасный бард, музыкант Валера Певзнер и другие люди, которые ему помогают в сегодняшней его сложной жизни. Его семья, его близкие, его друзья. Дай Бог, чтобы Господь Бог помог ему справиться с тем, с чем он столкнулся в сегодняшней жизни своей. Для меня очень близкие моя семья, моя сестра Жанна, которую я люблю, моя племянница Дианочка с ее семьей, ее детьми, Сашенькой, Шаном, супругом, прекрасным певцом Эдди Генцем, моим племянником Мишенькой, его супругой Ирочкой. Эти люди близки мне, любимы. Я очень хочу, чтобы они рядом со мной шли по жизни еще долго. И дай Бог, чтобы Господь Бог помогал им в этом. С 1992 года по настоящее время, а на дворе это 2019 год, я работаю на русскоговорящем радио Америки. И я счастлив, что я занимаюсь своим любимым делом. Спасибо всем, кто рядом со мной в этой работе, кто меня поддерживает, кто мне помогает, кто меня напутствует. Завершая наш разговор, друзья, чтобы я пожелал тем, кто будет смотреть этот фильм. Я хочу, чтобы вы знали, что каждый наш шаг в этой жизни мы делаем не только для себя,
мы делаем для своих близких, родных, любимых. Мы люди, Homo sapiens, люди разумные. И я, подводя итог вот этому разговору, могу сказать вам, что любовь к людям, уважение к людям – это та сила, которая двигала мной, она будет двигать вами. И поверьте мне, это не просто разговор. Я верю в то, что там сверху есть кто-то, кто следит за нами, смотрит за нами, как мы исполняем тот долг, который нам сверху дан, под названием «жизнь». Старайтесь ее проживать так, чтобы вы могли смотреть людям в глаза, чтобы вы не переходили на другую улицу, боясь с кем-то встретиться, глаза в глаза. Я хочу, чтобы вы все были здоровы, чтобы ваши семьи были здоровы, чтобы каждый день, как сказал один мудрец, что самый счастливый ваш день – это день, который вы живете сейчас. Не вчера, не завтра, а сегодня. Самый счастливый ваш день. Я хочу, чтобы у вас было много счастливых дней. С понедельника по четверг в 2 часа дня спортивный обзор с Эдуардом Лучиным, а также итоговый обзор всех спортивных событий недели и интервью с величайшими звездами спорта в получасовом выпуске «Спорт-обзор» с Эдуардом Лучиным в пятницу в 3 часа дня. Всем спортивный привет. Будем говорить о спорте, о людях в спорте. И подведем некоторые спортивные итоги недели. Тем очень много. Хоккей, баскетбол, футбол. Эдуарда Лучина я знаю более 10 лет. Познакомившись на прогулке наших собачек, мы чуть было не стали родственниками. После образования новой собачьей семьи. Родственниками не стали, а друзьями остаемся по сегодняшний день. Эдик настоящий, бескорыстный, преданный друг. В нем подкупает неограниченная, неиссякаемая энергия и целеустремленность. Являясь президентом Ассоциации ветеранов спорта, которую Эдуард организовал более 15 лет назад, он сплотил вокруг себя необыкновенных людей, разных специальностей, раскрыл их скрытый потенциал. Эдуард – инициатор проведения всех проектов ассоциации за многие годы. Это ежегодный международный турнир по футболу памяти Валерия Албановского, мемориальный турнир по футболу памяти жертв теракта 9/11, мемориальный турнир по футболу памяти погибшего полицейского Руслана Тимошенко, многочисленные соревнования по шахматам, борьбе. И за какой бы проект он ни взялся, это проходит всегда на высшем уровне. А выдающиеся олимпийские баллы в Бруклине, на которых чествуют призеров и чемпионов Олимпийских игр, это тоже идея Эдуарда. Чтобы ни один спортсмен не был забыт вдали от своей родины. Эдуард, как человек, родившийся в Одессе, обладает прекрасным чувством юмора, являясь центром внимания в любой компании. Терпеливый, мужественный и выносливый Эдик. Спасибо, дружище, что ты есть в моей жизни.